Всем привет! Давно мы с вами не раскрывали старые, всеми забытые факты из альфа-версии классического World of Warcraft. И вот сегодня, я думаю, стоит обновить многими любимую рубрику «История World of Warcraft», в которой я рассказывал вам о старом нереализованном контенте альфы. Поговорим мы сегодня о давних планах воссоздать одно из интереснейших, как мне кажется, полей боя, необычного поля боя, механика которого отсылает нас к старым принципам ведения игры третьего Варкрафта. Ну или классической карте мобы. Это поле боя довольно долго существовало в файлах классического клиента, по всей видимости, на него возлагались большие планы, но уже ближе к выходу дополнение «Гнев Короля Лича» было удалено навсегда, как бы намекая на то, что данную задумку реализовать невозможно, либо нельзя воплотить по другим объективным причинам, которые мы обсудим в этом видео. Обсудим поподробнее, но сначала я хотел бы вам сообщить еще кое-что важное. Знаете ли вы, что подписку на World of Warcraft можно возобновить, купив жетон? Это можно сделать даже с неактивным аккаунтом, если вам на почту придет необходимое количество золота. И с этим делом вам легко поможет elfmoney.net. Более 13 лет на рынке, только опытные проверенные исполнители, лучшее качество и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% по промокоду Vanilla10. Ссылка в описании. Итак, завершая кампанию Rage of Chaos, объединенные силы Азерота смогли таки победить Архимонда, подготовив для него ловушку. Злобные светлячки-убийцы просто разорвали его в клочья, положив конец экспансии Пылающего Легиона в Азерот. Однако, вместе с ним было почти уничтожено и великое древо Нордрасил, являющееся источником силы и бессмертия ночных эльфов, древнего народа, остатки которого после вышеописанных событий укрылись на малоизвестной земле, острове, именуемого Калидар. Большой остров, располагающийся на северо-западе от Калимдора. Там уже смертные ночные эльфы принялись выстраивать новую жизнь, и потеряв дерево, пытались найти новый источник бессмертия. Примерно так должна была начинаться история эльфов, если бы одним прекрасным утром Blizzard решили все переписать. Выкинуть килограммы кода из клиента, а Калидар навсегда вычеркнуть из лора. Они довольно часто так делали, и на все была довольно уважительная причина. Но на этот раз что случилось? Почему этот концепт посчитали неудачным? Информации почти нет, о Калидаре мало что известно, как и о многом, что присутствовало на альфа-версии классики, однако мы все же попытаемся выкопать что-нибудь. Итак, изначально на нашем острове Blizzard планировали устроить стартовую зону для игроков с диапазоном от 1 до 20 уровня. Этому есть подтверждение. На веб-хеде, сохранившего часть информации со старых баз, я нашел обрывки уже недоступных квестовых заданий, в которых игрокам предлагали помочь эльфам в борьбе с распространяющейся порчей, которая уже успела поразить различные виды гуманоидов и животных. Также, в качестве отсылок к прошлому, некоторые NPC по старинке свою землю называют Калидаром. Так вот, земля была заражена порчей, а также одновременно с этими напастями ночным эльфам требовалось отражать и нападки Орды, неизвестно по каким причинам оказавшихся в этих землях. Действительно, если сейчас посмотреть на классическую карту, то можно понять, где какой конфликт и почему Альянс воюет с Ордой именно здесь. А также присутствует какая-нибудь история, ради чего они сражаются. Например, ближайшая горячая точка — это леса в Ашенвале. Орде нужен был лес, они его вырубали, а эльфы были крайне с этим не согласны и свои священные леса защищали. Но вот по какой причине Орда с Альянсом воевали на Калидаре, учитывая, что это была крайне отдаленная и скрытая земля? Тем не менее, на острове существовало огромное поле боя, размером примерно с низину Арати, в которой кроме белокаменных крепостей попадались и архитектура ордынской стилистики. Тем не менее, это все же был концепт, и создавая данное БГ в конечном итоге могло многое чего поменяться. На юге стояла крепость Орды, а на севере крепость Альянса. Укрепления разделяли обширные леса, между которыми прослеживались боевые направления. Карта выражена в четком классическом стиле. 3 направления, рудники на флангах, лунные колодцы, судя по всему для восстановления ресурсов, маны или хп, и более подробный центр с ключевыми точками, в которых ясно угадываются приспособления для разведки местности. И вот что интересно, меня в самом деле привлекли вот эти обсерватории, пожалуй, самые интересные элементы БГ Калидара.
Обсерватории, по всей видимости, нужно было отвоевывать и удерживать, для более четкого понимания, в каком направлении движется противник. Подобные штуки я видел ранее в стратегиях StarCraft и Warcraft. Там, в принципе, было все понятно, как они работают, с какой целью их применять. Но вот в концепте World of Warcraft не ясно, потому как Туман войны вполне понятен в стратегиях реального времени, но вот как он будет реализован в ММО, там, где боевые юниты были сами игроки. Ну, окей, можно предположить, что при захвате здания противник становился видимым на карте везде, тем самым становясь уязвимей, и этот объект тогда становился важным стратегическим пунктом, который непременно нужно было брать под контроль. Но также, может быть, обсерватории давали кратковременную просветку местности, ну почти так же, как в StarCraft, при условии, что карта первоначально была скрыта туманом, и ее нужно было разведывать. Также вполне возможно они работали как хантовский скилл ястребиного взгляда. Это, кстати, больше похоже на правду. И также вполне возможно, разработчики, поняв, что текущий геймплей на поле боя реализовать проблематично, ну и чтобы не выбрасывать прикольную разработку в помойку, просветку отдали именно ханту. И он, по сути, должен был выполнять функции разведчика в дальнейшем, такая своеобразная передвижная обсерватория. Редко кто этим скиллом пользуется, тем не менее задумка интересная, и нигде в более поздних дополнениях не встречающаяся. Вам нужно угадать, в каком направлении продвигается противник, чтобы своевременно туда выдвинуться для противодействия. Ну, функции разведчика вполне могли выполнять и игроки, вставшие хотя бы по одному на ключевых направлениях и репортящих о замеченных врагах. Но, учитывая обстоятельства, можно прийти к выводу, что игроков в команде планировалось очень мало. Возможно, не больше 5. Классический состав группы. И разбрасываться силами для таких целей было бы просто нерационально. Глядя на все вот это и размышляя, пришел к выводу, что да, абсолютно верно, Blizzard хотели создать БГ по принципу классической мобы. 2 базы, 3 направления, 2 команды 5 на 5. Я тут же пошел наводить справки, и все, да, сошлось как один, слишком много даже совпадений. В 2003 в редакторе Warcraft Free World Edit родилась и обрела популярность карта Defense of the Ancients. В простонародье Dota. А к 2004 карта стала вполне себе самостоятельной франшизой, обревшей множество фанатов. И разработка Доты, и работа над альфой World of Warcraft легли примерно на один период времени. И у меня нет сомнений в том, что Blizzard под впечатлением успеха Доты пыталась сварганить нечто подобное и в WoW. Но задача стояла непростая. Если следовать правилам Доты и желанием сделать бой интересным, игрокам по сути нужно было начинать примерно на одном уровне. В ходе боя прокачиваться, получать ресурсы и реализовывать эти ресурсы для своих усилений. Кроме всего прочего, каждый игрок должен был быть вполне самостоятельной боевой единицей, способной на конкретном направлении создавать угрозу. Хилы и танки сразу идут мимо, потому как специальность у них максимально узкая. Тут надо дать сноску на то, что это не нынешний World of Warcraft и даже не ванила в состоянии беты, а альфа. В альфа-версии у классов не было возможности выбирать определенные билды. Для всех них изначально были выбраны определенные роли с возможностью лишь усилить уже имеющиеся качества. Ветка талантов была очень примитивная. Прокачка резистов, хп, сила, ловкости и никакой самодеятельности. Воины с щитами, паладины только с двуручками. И лишь ближе к бете игроки уже увидели нечто похожее на ветку талантов и разнообразие, которое мы наблюдаем в классике. Но идея создать БГ по мотивам популярной карты не давала покоя. Разработчики все же проделали большую часть работы над Калидаром. Поверни они кое-какие идеи в другое русло, может и удалось создать тот самый PvP режим. Много идей очень похерено из-за невозможности воссоздать их технически. Так было и с Кражатом, который существовал во множестве версий и ни в одной версии не работал как надо. Так было и с Хиджалом, локация которой так нагружала сервер, что от нее отказались в пользу стабильной работы. Так было и с кратером Ашары, причина отмены реализации которой вообще непонятна. Ну и в конце концов, получив другую ветку развития событий, Blizzard решили Калидар заморозить. А за место него в сюжет вошел Тель-Драсил, как элемент лора по стремлению эльфов восстановить бессмертие. Огромное дерево раскинуло свои ветви над всей территорией острова и стало новым домом ночных обитателей. Вслед за этим довольно долго просуществовавшее название острова было упразднено, и за место Калидара появился Тель-Драсил, а ранее существовавшие квестовые цепочки удалены. Вот так.
Однако ж нет-нет, да и встречаются иногда в названиях некоторых гильдий и РПшных сообществах тег Калидара, в которых присутствовали игроки, заставшие самый старт альфы и, возможно, даже побывавшие на ней. Встречаются теги Калидара и в файлах клиента. Некоторые предметы и реквизиты, присутствующие на Тельдрасиле, до конца не переименованы, и искатели, любящие покопаться в клиенте, их обнаруживают. Однако, неудачная БГ все же стала прародителем новых полей боя. Я не случайно упомянул низину Арати, как локацию, похожую по размеру с Калидаром. Есть мнение, что Blizzard, раздумывая над решением воплотить Калидар в жизнь, превратили его в низину Арати. Уже в более упрощенном варианте и с механикой, уже подходящей для ММО игроков. Как и в прошлых своих видео по альфа-версии, я не устаю выражать надежду, что Blizzard однажды захотят чем-то удивить свою аудиторию и восстановят в одном из сезонов мастерства что-то из своих давно похеренных идей. Согласитесь, арсенал у них богатый. Каждый раз я убеждаюсь, сколько всего интересного для нас готовилось и впоследствии было отложено на потом. Дизайнеры экспериментировали, пробовали, но их идеи тупо разбивались о тогдашние довольно слабенькие технические возможности. И иногда какая-то незначительная деталь служила поводом для удаления огромного пласта контента. Как это было, например, с сюжеткой по очищению Испепелителя, историю которую вы найдете у меня на канале. Сегодня технические возможности куда выше, и Blizzard вполне способны воплотить старые задумки. Единственное, чего им не хватает, это желания. Тем не менее, я продолжу рассказы о нереализованном контенте альфы World of Warcraft и дальше. Поэтому не забывайте подписываться на канал, чтобы узнавать еще больше интересных историй из прошлого. Буду благодарен за лайк под видео и удачи!